Друзья, помните книгу «Джунгли» Киплинга? Рыжие собаки из этого произведения – это и есть наши сегодняшние гости. Если тигр охотится в одиночку, то эти товарищи приходят огромным кланом. Киплинг очень точно подметил их главную черту – неутомимость. Встречайте красного волка или горного волка, устаревшие названия гималайский волк или буанзу, хищное млекопитающее семейства псовых. Единственный вид своего рода. Это очень редкий вид псовых, находящийся под угрозой исчезновения, который занесен в Красную книгу. Но обо всем по порядку. Если представить генеалогическое древо всех псовых, то красный волк окажется на ветке, которая отделилась от общего ствола невероятно рано, примерно 4 миллиона лет назад. В то время как предки домашних собак, волков и шакалов все еще договаривались о том, как они будут выглядеть, красный волк уже вовсю осваивал просторы планеты. Генетически он находится где-то посередине между африканской гиеновидной собакой и обычным волком, но при этом он сохранил черты, которых нет ни у кого другого. Одним из самых странных доказательств древнего происхождения красного волка является его челюсть. У всех приличных псовых 42 зуба. Красный волк посмотрел на этот набор и решил, что коренной зуб снизу ему явно мешает. У него 40 зубов. Это анатомическая особенность, не случайная мутация, а древний признак, который закрепился миллионы лет назад. Вместе с необычно короткой мордой и широкими скулами это делает его укус невероятно эффективным для захвата крупной добычи. Сегодня мы привыкли, что красный волк – это редкий житель азиатских джунглей и гор. Но в эпоху плейстоцена этот рыжий спецназ был настоящим глобальным игроком. Археологи находят кости древних красных волков в Европе, Северной Америке и даже на территории современной Мексики. Почему же они исчезли отовсюду, кроме Азии? Скорее всего, их вытеснили более крупные серые волки и, конечно же, люди. Красные волки оказались слишком специализированными охотниками, которым нужны были огромные территории и стада копытных, а мир начал стремительно меняться. И как понятно по второму имени, на всем ареале своего обитания красный волк предпочитает горы. Он может обитать и на различных территориях, от альпийских лугов и высокогорных долин со степной растительностью до кедрово-широколиственных лесов Дальнего Востока и хвойных лесов Восточной Сибири. Однако во всех районах непременным условием его обитания является малая высота снежного покрова. Глубокий снег вынуждает его откачевывать в другие, малоснежные районы. Внешний облик очень своеобразен. В нем смешаны черты серого волка, шакала и лисицы. Длина тела до метра, хвоста до 50 сантиметров, вес до 20 килограммов. У красного волка густая длинная рыжевато-красная шерсть на спине и боках, грудь, живот и внутренняя сторона ног кремового цвета. Длинный пушистый хвост похож на лисий, он немного темнее остальных частей тела, почти черный на кончике. Кстати, как и многие обитатели северных или горных широт, красные волки меняют мех дважды в год. Чтобы не замерзнуть, волк отращивает густой, длинный пушистый подшерсток. Он часто светлее основного окраса, из-за чего морда, шея и живот кажутся белыми или кремовыми. В такой шубе волк выглядит более массивным и круглым. Летом пушистый подшерсток выпадает, шерсть становится короткой, жесткой и плотно прилегает к телу. В это время проявляется истинный, более темный, насыщенный рыжий или коричневатый пигмент, а морда кажется меньше и тоньше и темнее. Если вы ждете от него грозного волчьего воя, то будете разочарованы. Красные волки не воют. Они издают звуки, которые ученые называют свистом. И это не шум, это сложный зашифрованный язык. С помощью этих звуков клан координирует свои действия в густых зарослях, где видимость практически нулевая. Представьте, вы идете по лесу, и вдруг со всех сторон раздается мелодичный свист. И это не птички, это красные волки обсуждают, с какого бочка к вам лучше подойти. Страшно? Еще бы. За эту особенность их называют свистящими охотниками. Да, красный волк типичный хищник. Его рацион это все, что бегает, прыгает и весит больше 5 килограммов. Олени, кабаны, горные козлы. Интересно, что в отличие от многих других хищников, красные волки сначала позволяют наесть
наестся щенкам. Пока молодняк набивает животы, взрослые терпеливо стоят в оцеплении, охраняя обед от конкурентов. Известно также, что летом этот горный волк употребляет и растительную пищу, в частности горный ревень. В логовах со щенками постоянно находили это растение, и считается, что волки кормят им своих детенышей, отрыгивая детенышам полупереваренные, еще не распустившиеся соцветия ревеня. Видимо, так волки восполняют в организме нехватку каких-то элементов. Красные волки – социальные экстраверты. Они живут целыми кланами по 15, 20, а иногда и до 40 особей. В отличие от серых волков, у них царит поразительное миролюбие внутри группы. Драки за лидерство здесь редкость, а старшие братья и сестры с удовольствием нянчат младших. А когда этот рыжий спецназ выходит на охоту, трепещут даже тигры и леопарды. Известны случаи, когда клан рыжих собак заставлял крупных кошек спасаться бегством на дереве. Их тактика – это изматывание. Красные волки не обладают скоростью гепарда, но у них бесконечный запас выносливости. Они могут преследовать добычу часами, сменяя друг друга, пока жертва просто не упадет от усталости. И в отличие от многих псовых, красные волки убивают дичь, не хватая за горло, а нападая сзади. 2-3 красных волков способны довольно быстро загнать 50-килограммового оленя. Жестоко? Возможно, но такова жизнь. А еще красные волки отлично плавают и не боятся холодной воды. Охотники наблюдали, как эти то ли волки, то ли лисы свободно переплывали реки шириной до 80 метров. Красные волки – строгие моногамы. Самцы участвуют в охране и воспитании молодняка. Размножаются в стае только одна пара. Все остальные либо их потомки, либо родственники. При этом, несмотря на сокращение своей популяции, они очень неплохо размножаются в условиях зоопарков. В Индии красные волки могут размножаться в течение почти полугода, с сентября по январь включительно. Продолжительность беременности у волков, содержащихся в российских зоопарках, составляет около 60 дней. Средний размер выводков, зарегистрированный в Индии, 4-6 щенков. Известен случай извлечения из норы 12 волчат, хотя нельзя исключить, что это был объединенный выводок 2-3 самок. В природе щенки покидают нору в возрасте от 70 до 80 дней. В условиях зоопарка детеныши впервые вылезают из норы в 20-30-дневном возрасте. К 7-месячному возрасту щенки уже участвуют в коллективных охотах. Половозрелость наступает в 2-3 года. Известны случаи жизни в неволе до 16 лет. Однако в природе продолжительность жизни гораздо меньше. К сожалению, сегодня увидеть красного волка в дикой природе – задача для настоящих везунчиков. Их ареал стремительно сокращается. В России они практически исчезли, оставаясь легендой гор Алтая и Саян. Причины банальны. Исчезновение лесов, сокращение численности оленей и болезни, которые они подхватывают от домашних собак. Красные волки – это хищники с невероятно сильными социальными связями внутри клана, но при этом они абсолютно не склонны к подчинению чужакам. В их генетике прописана дикая автономия, и в то время как предки собак начали проявлять любопытство к стоянкам людей, красные волки просто уходили глубже в горы и леса. Они предпочли остаться верными своей свободе, даже если ценой этой свободы стало попадание в Красную книгу. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что любите природу вместе с нами. До скорых встреч!